Борщевик жжет во всех смыслах. Теперь Московская областная дума приняла закон об обязательной борьбе с борщевиком. В Твери уже который год продолжают бороться с борщевиком Сосновским. Запланирован комплекс мер, направленных на локализацию и уничтожение очагов произрастания. За короткое время он завоевал большие территории. Борьба с ним – одна из задач специалистов. Сегодня поговорим про борщевик. Это растение, которое спустилось к нам с гор, Кавказских гор. В СССР им пытались кормить коров, для того, чтобы накормить огромное количество людей. Но все пошло не по плану. Ну, из него варить борщ нельзя, к сожалению. Видимо, они думали иначе. Уже потом при монтаже я узнал, что борщ варить из борщевика все-таки можно. Борщевик — это род, и он включает в себя более 42 видов, то есть больше 42 растений. В этом видео мы же будем говорить с вами только о борщевике Сосновского. И сейчас борщевик расползается просто бесконтрольно по всем округам. Он есть недалеко от моей дачи, есть недалеко от дачи Сережи, а также на его участке. И там мы с ним пытаемся бороться. Расскажи, пожалуйста, как так получилось? Ну, получилось довольно скверно, на самом деле, потому что участок покупали зимой, он был под снегом. Ну, торчало несколько странных палочек, мы подумали, что ладно, сухой, не страшно, потом будем с ним бороться. Прошел год, на участок никто не ездил, соответственно, законы были, ну, такие легкие, ничего страшного, думаем, ладно, потом. А в этом году весной за борщевик штраф увеличился в 10-кратном размере, если не больше, не помню сколько точно, но все равно очень сильно неприятно. Штраф сейчас составляет в 2026 году от 20 до 50 тысяч для физлиц. Раньше штраф был 5000 рублей. Ну вот, к сожалению, по этой причине, собственно, один штраф прилетел, может прилететь гораздо более суровое наказание. Соответственно, надо с ним бороться. Мы отправились на участок, посмотрели на всю проблему и ужаснулись, потому что там далеко не 2 палочки, оказалась целая банановая плантация. Что мы знаем про борщевик? Как минимум от нескольких своих знакомых я слышал, что борщевик вывели специально. Это был эксперимент. Биологического оружия. Но на самом деле нет. Это растение растет у нас на Кавказе. У нас был такой исследователь Сосновский, который впервые его открыл. И привез. Да, и привез. Ты знаешь, почему привез? Ну, я догадываюсь. Вроде в СССР тяжело было с едой, особенно после войны. И хотели накормить там всех сельскохозяйственных животных, чтобы они давали молоко, из него можно было делать сыр и что-то подобное. Да. Видите размер борщевика? Вот для сравнения размер пальца. Это не самый большой вариант. Вот вариант борщевика побольше. Но потом, когда борщевиком начали кормить животных, оказалось, что молоко кислое и сыр кислый. Животные едят борщевик неохотно. И если раньше за борщевиком следили, его выращивали на специально огороженных территориях, то после этого эксперимент забросили, и борщевик начал бесконтрольно распространяться по России. Начал расти близ городов, в селах, по полям. И вот здесь оказалось, что у борщевика, помимо его полезных свойств, у него есть полезные свойства? У него есть бесполезные свойства. И вот здесь оказалось, что растение очень токсично для человека. Борщевик опасен своими ожогами. А почему? Ну, он опасен соком, в котором содержатся фуринокумарины, или как-то так их называют. Фуранокумарины. Ну, да. Если они попадают на кожу, то солнечный ультрафиолет начинает воздействовать, прожигать ее, обжигать клетки, разрушать ДНК, и получается волдыри, страшные ожоги, это дело долго не проходит, ну, соответственно, может быть всякие последствия. Опасно все. Стебель, зонтик, даже если его покосили борщевик, очень часто остается сок. Сок остается около него, который живет 48 часов. Сок остается в стеблях. Даже сухой борщевик опасен, там тоже может быть сок. В этом борщевике как раз может быть сок, который может оставить ожоги. И как показывает практика, страдают больше всего дети. Потому что это такое инопланетное растение, и дети могут с ним играть. Или в его зарослях. Здесь нужно быть трижды аккуратным, чтобы отпускать туда своих детей. Ну, как отпускать? Может, мяч туда попал, они забежали, и все. Такие, танцую. И все. Очутились в больничке с химическими ожогами и волдырями. Ну, поэтому надо сидеть дома и на солнце не выходить. Иначе будет ожог. Такое себе. Такое себе, да. Понимая всю его опасность, люди знают, что с ним нужно бороться. В России существуют законы, которые требуют его выкапывать, и дачники пытаются это сделать.
Но оказалось, что все не так просто. Ну, потому что у него и большая корневая система, он очень конкурентоспособен сам по себе. У него зонтик с большим количеством семян. Сколько там, кстати? 20 тысяч. Здесь уже нет ни одного семени. Монструозная штука. Один зонтик, который есть, дает 20 тысяч семян. Борщевик живет до 7 лет. И за это время может цвести один раз. Тут показательно видно, что борщевик гнездится массово. Видимо, здесь было несколько больших растений до этого. И сейчас здесь, именно на этом клочке земли, много-много мелкой поросли. Почему? Потому что большие растения разбросали семена. Большинство семян у нас ложатся с материнским растением. Иногда часть отлетает подальше, разносится птицами. В глубине в почве лежат до 5 сантиметров. До 5 лет, пока он не вырастет, не зацветет. Соответственно, ранней весной он может дать всходы, причем неожиданно, и люди даже не заметят этого. Потом придется его выкапывать или как-то с ним бороться иными способами. Живет как на юге, так и в самом страшном холоде. То есть температуру его в принципе не взять. Химикаты тоже особо не помогают. И с копанием нужно быть аккуратным, потому что с таким огромным количеством семян ты просто всех не перекопаешь. А вот этот кустик вырос до такого уровня с начала года. Прошло 2 недели солнца, и он уже больше, чем моя рука. Чтобы победить борщевик, вам нужно преследовать одну цель. Это сломать цикл самовоспроизводства. У борщевика всегда есть 2 сущности. Первая сущность – это взрослое растение, и второе – это семена. Если вы выкапываете, например, все взрослые растения, у вас в почве остаются семена, которые могут зайти через год, 2, 3, 5. Ну, удалить-то просто их не получится, поэтому важно использовать гибридный метод, и все способы хороши, начиная с обычного копания взрослых растений, чтобы повредить им корень. Далее надо обрабатывать химикатами, далее надо убирать это все, уничтожать. Можно укрывать. Ну, по поводу геотекстиля я сомневаюсь. Ковер положить. Ковер положить, да, или линолеум. Вот. И самый простой метод – это покос, но, к сожалению, везде сок остается, это достаточно опасная история. Но, опять же, можно бороться с такими средними растениями, которые еще там не выросли. А соцветия можно срезать, но тоже в рамках защиты. Но когда вы срезаете соцветие, этот метод обычно работает только в коротком промежутке времени, когда оно уже выросло, но еще не созрело. И если вы не успеете, кругом будут семена. Ну, они уже есть в почве, поэтому с этим бороться придется долго. Они от года до 5 лет растут, и каждый сезон нужно приезжать ранней весной и начинать заниматься борщевиком, а не картошку копать. Кстати, офф-топ. Каким образом все-таки в России, когда такое огромное количество борщевика выросло на огромной площади, собираются бороться? Я честно не знаю. Это должна быть государственная программа с огромными субсидиями и все заливать химикатами. И тракторами все перепахивать. Других вариантов я не вижу. Я видел поля на много гектаров, которые полностью были забиты борщевиком. Там, в принципе, выжженная земля, расти больше ничего не может. Сейчас мы записываем это видео, когда мы уже съездили на участок и посмотрели, что там происходит. Оказалось огромное количество старого борщевика, которое мы убрали, нашли молодую поросль, начали выкапывать, шел дождь, ничего не выкопали, уехали домой думать, читать, гуглить, что делать с этим опасным растением. И сейчас у нас прям образовался комплексный план, как мы будем действовать. Но комплекс мы начали. Мы смогли полностью сухостой отправить в канаву. Сейчас наша задача, чтобы он перегнил. Для этого надо будет использовать аммиачную селитру, засыпать его, естественным образом от него избавимся, чтобы никуда не надо было вывозить на мусорку. Что касается самих корней, сколько мы успели накопать, примерно там 30 или 40 единиц растений. Закинули это в пакеты, в черные мешки большие, но при этом внутри борщевик все еще живой. И он долго будет таким оставаться, скорее всего прорастет, поэтому зальем его раундапом. Вот, это гербицид такой против борщевика, он соу-соу сработает, но будем надеяться, что да. А сам участок, когда докопаем оставшиеся корневища, обработаем анкором 85 ВДГ, он так называется. Это уже гербицид, который поможет против борщевика, он уничтожает не только зелень, но и на корни действует, и на семена, но при этом он достаточно мощный, и нельзя на том месте сажать
кормовые растения. Если это въезд в участок, то в принципе нормально. А если это грядки или близко к грядкам, то лучше использовать другие методы, Анкор не использует. Но когда мы первый раз туда приезжали, к чему мы действительно хорошо подошли, это безопасность. Например, мы тут же купили себе резиновые сапоги. Сапоги, которые тоже отличные. Ну, резиновые сапоги, потому что на улице шел дождь, и в принципе в грязь в них достаточно удобно работать. Плюс у нас были водонепроницаемые рабочие комбинезоны полноценные, тоже поверх одежды надеваются. У нас были защитные очки, они не полностью прикрывали лицо, поэтому из-за маски, которую мы взяли, они запотевали, пришлось маску не использовать. Нормальная маска, у нее еще сверху белые фильтры есть, поработал, фильтры выкинул, а внутренние фильтры оставил. Но учитывая, что сейчас весна, сок не настолько активен, поэтому ничего страшного, в принципе, не произошло. Респираторов у нас как таковых не было, да и незачем. Ну и, соответственно, как мы поняли, что в дождь хорошо использовать какие-нибудь капюшоны, шапки, чтобы не намокать, не промокать. С зонтиком, конечно, работать невозможно, потому что приходится копать нон-стопом. Но выводы мы для себя сделали. По крайней мере, чтобы обрабатывать химией, требуется респиратор. Лучше, конечно, чтобы он полностью защищал лицо и глаза, потому что мало ли какое будет влияние. А что касается в целом грязи, которая там налипает на сапоги, на одежду, то стоит заказывать одноразовые такие белые полупрозрачные халаты, которые сверху надеваются на комбинезон, чтобы можно было их просто снять и выкинуть. Но в любом случае мы подготовились для дальнейшей вылазки. На финалочку. Через 2 дня мы планируем поехать и делать нашу финальную вылазку на борьбу с борщевиком. Как раз будут 1 май, первые майские праздники. Мы при помощи труда, при помощи смекалки, наших знаний, которые мы за это время получили, опыта и шишек, которые набили, попробуем до конца добороться, разобраться с ним. Ну, соответственно, через парочку месяцев приехать и снова проверить, а проросло ли что-нибудь и какие наши усилия дали, какие плоды и результаты. Надеюсь, что все плоды сгниют и больше ничего не будет расти. Поэтому всем спасибо огромное за это видео. Кто посмотрел, пожалуйста, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Да-да-да, всем пока-пока.